Правда ли, что личные фотографии Чунгука и Тэхёна действительно просочились из самой Hype? Почему компания, известная своей строгостью, на этот раз, похоже, потеряла контроль? Ознакомьтесь с полной хронологией и откройте для себя удивительные подробности, которые никогда не были раскрыты. Не забудьте оставить комментарий, поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить продолжение. Возможно ли, что два самых громких имени в истории кей-поп оказались втянуты в скандал, к которому, похоже, не готовы даже их собственные агентства? Одна фотография, всего лишь одна фотография, изменила настроение корейской индустрии развлечений за считанные часы. Фотографии, якобы запечатлевшие Чунгука и Тэхёна в двух личных ситуациях, теперь широко распространяются, порождая волну спекуляций, с которой не может справиться даже пиар-отдел Hype, считающийся самым мощным в индустрии. Но самым удивительным было не содержание фотографии, а то, откуда произошла утечка. Все началось, казалось бы, обычным вечером. Никаких больших концертов, никаких публичных мероприятий. Но на одном из международных фан-форумов появился анонимный пост, утверждающий, что у него есть фотодоказательства, которые навсегда изменят представление людей о двух участниках BTS. Никто этому не поверил, по крайней мере, поначалу. Час спустя пост появился снова, на этот раз с размытым изображением двух силуэтов, слишком похожих на Чунгука и Тэхёна. В считанные минуты интернет взорвался. Хэштег Jungkook Taehyun Leaked занял первое место в мировых трендах на X. Twitter и Weverse были практически парализованы из-за огромного трафика. Hype, как обычно, отреагировали быстро. В первом официальном заявлении они отвергли все обвинения в утечке и назвали фотографию результатом цифровой манипуляции. Но общественность почувствовала что-то неладное. Заявление было сделано слишком быстро, слишком подготовлено, как будто они уже знали, что подобное произойдет. И вот тут-то любопытство и начало расти. Давно ли Hype знали о внутренней угрозе? Источники в индустрии сообщили, что в последние несколько недель Hype действительно ужесточала меры по защите данных после сообщений об утечках данных из внутренних систем. Но никто не ожидал, что утечка затронет двух крупнейших сотрудников компании. Еще более иронично, что распространяемая фотография, по всей видимости, была сделана в месте, о котором никогда не было известно широкой публике. В частной комнате в репетиционном центре Hype, куда никому вне компании доступ не был запрещен. Как вообще кто-то мог получить фотографию этой комнаты? Этот вопрос теперь висит в воздухе, словно грозовая туча. Некоторые фанаты считают, что фотография могла быть сделана незаконно через взломанную систему видеонаблюдения. Но анонимный источник, утверждавший, что работал в Hype, сообщил нечто еще более зловещее. Внутри был кто-то, кто сделал это намеренно. И если это правда, то эта утечка не просто вторжение в личную жизнь, а предательство изнутри. На следующую ночь корейские СМИ начали сообщать противоречивые фрагменты истории. Некоторые утверждали, что Hype уже знала, кто был внутренним виновником. Другие утверждали, что фотографии лишь малая часть более обширного пакета данных, готового к публикации кем-то, таившим обиду на компанию. С другой стороны, мнения армии по всему миру разделились. Некоторые категорически отвергли эту информацию, в то время как другие молчали, признали, что на фотографии слишком много конкретных деталей, чтобы считать ее не фейком. В беспрецедентном шаге Hype удалила все официальные публикации BTS в социальных сетях на целых 12 часов, сославшись на проверки безопасности. Мир внезапно затих. Ни одной новой публикации с официального аккаунта крупнейшей в мире группы. Фанаты начали строить догадки. Это стратегия минимизации ущерба или признак того, что ситуация гораздо серьезнее, чем казалось? Напряженность обострилась, когда анонимный аккаунт на X опубликовал скриншоты электронных писем, якобы отправленных сотрудниками Hype. В письмах говорилось, что компания проводит масштабную внутреннюю проверку и обязала всем сотрудникам подписать дополнительные соглашения о конфиденциальности. Hype не подтвердила, не опровергла эту информацию,
Но несколько дней спустя слух подтвердился. Диспатч озвучила, что часть сотрудников была вызвана для проведения закрытого расследования. Пытается ли хайп что-то скрыть? В истории корейской индустрии развлечений еще не было случая такого масштаба, связанного с двумя мировыми иконами, чья популярность так высока, как у Чонгука и Тэхёна. Еще до того, как возникла эта проблема, их отношения, дружба, соперничество и близость часто неверно интерпретировались публикой. Теперь же с появлением фотографий все эти старые домыслы, похоже, обрели новую жизнь. Еще более пугающим тот факт, что распространяемая фотография, по всей видимости, была сделана не на обычном смартфоне, а на профессиональную камеру, что может свидетельствовать о целенаправленной деятельности злоумышленника. Компания заявила, что все фотографии и видеозаписи из правил репетишнл-центра ходят через социальную инженерию, но некоторые фанаты стали сомневаться, подозревая, что видеонаблюдение могло быть взломано. Загадка усугубилась, когда одно японское СМИ заявило, что получило оригинал нецензурированной фотографии. Они отказались публиковать ее по этическим соображениям. Но журналист, написавший репортаж, заявил, что на фотографии есть детали, которые могут знать только очень близкие им люди. Эта фраза была словно искра бензина в костре. HYB немедленно предприняли неожиданный шаг. Они объединились с международной фирмой по кибербезопасности для проведения цифрового отслеживания по всей стране. Этот шаг стал неожиданностью для общественности, поскольку K-pop-агентства крайне редко используют зарубежные сервисы для решения внутренних проблем. Согласно внутренним отчетам, первоначальное отслеживание привело к IP-адресу, расположенному не в Корее, а в Лос-Анджелесе. Однако несколько часов спустя адрес исчез из системы, как будто преступник знал, что за ними охотятся. Тем временем фанаты по всему миру начали придумывать собственные теории заговора. Некоторые считали, что эта утечка была попыткой сорвать долгожданное возвращение BTS. Другие считали, что это был поступок бывших сотрудников HYB, уволенных несколькими месяцами ранее после внутреннего конфликта. Чем больше появлялось теорий, тем размытие становилась грань между фактом и иллюзией. Но одно было неоспоримо. Чонгук и Тэхён выглядели измученными в своем последнем появлении в аэропорту. Чонгук, который обычно улыбался и приветствовал фанатов, быстро шел, не говоря ни слова. Тэхён молча опустил голову, его лицо было скрыто маской и шляпой. Фотографии вызвали горечь в сердцах фанатов, как будто они поняли, что за кулисами происходит что-то важное. На третью ночь после того, как фотография стала вирусной, HYB сделали еще один шокирующий шаг. Они временно закрыли все публичные сессии BTS на своей официальной платформе сообщества Viewerse. Никаких постов, никаких прямых трансляций, никакого общения. Все затихло. В кратком заявлении компания назвала это превентивной мерой для защиты артистов. Но общественность была недовольна. Комментарии заполонили все новостные каналы, задаваясь вопросом, почему такая крупная компания, как HYB, решила хранить молчание в то время, когда общественность требовала ответов. Молчание – признак вины или более глубокая стратегия? Дальнейшее расследование независимых журналистов показало, что примерно за неделю до утечки бывший сотрудник HYB удалил все свои дигитальные данные с профессиональных платформ, таких как LinkedIn и KakaoTalk. Этот человек работал в сфере управления дигитальными активами и внутренней безопасности, на должностях, предоставляющих доступ к конфиденциальным данным, но подтверждения его причастности к инциденту не было. Интересно, что анонимный источник из продюсерских кругов сообщил, что до того, как разразился скандал, HYB планировала выпустить эксклюзивный документальный фильм о закулисной жизни BTS. Теперь проект отложен на неопределенный срок. Возможно ли, что эта утечка связана с материалом, изначально планируемым для этого документального фильма? Пока слухи продолжали распространяться, молчание самих артистов лишь усиливало напряжение. Чонгук удалил некоторые из своих старых постов в Instagram, а Тэхён больше не был активен ни на одной платформе. Корейские СМИ назвали это скрытым знаком сопротивления давлению, которому они подвергались. Но за всем этим стоял один насущный вопрос. Действительно ли фотографии настоящие? В коротком интервью с экспертом по цифровой криминалистике из Сеульского национального университета было заявлено, что промежуточные результаты анализа не показали никаких признаков традиционной дигитальной обработки. Это заявление шокировало общественность. Если это правда, то HYB столкнутся не только с имиджевым кризисом, но и с огромной юридической угрозой, связанной со вторжением в частную жизнь их артистов.
До этого момента HYB не дали никакого нового ответа. Но ранним утром следующего дня на корейском форуме появился шокирующий отчет. Анонимный пользователь загрузил зашифрованный файл, названный оригинальным доказательством утечки. Доступ к файлу был невозможен без пароля, но загрузка сопровождалась коротким сообщением. «Они знают, кто я. Они просто делают вид, что не знают». Это сообщение вызвало новую волну страха, как среди фанатов, так и среди сотрудников HYB. Неужели злоумышленник все еще в системе? Это только начало чего-то большего? И что самое тревожное, последние слухи указывают на то, что в этой утечке замешаны не только фотографии, но и видео. Несколько источников подтвердили, что HYB подготовила крайние правовые меры для предотвращения их распространения, включая сотрудничество с Интерполом. Но если видео действительно существует, готов ли мир его увидеть? На следующий вечер атмосфера в Сеуле изменилась. Казалось, весь город затаил дыхание, ожидая дальнейших действий HYB. Но компания хранила молчание. За этим молчанием слухи стали звучать громче когда-либо. Свет на верхнем этаже здания горел до раннего утра, сигнализируя о том, что обсуждалось нечто важное, что могло определить будущее BTS или даже всю репутацию HYBE. В социальных сетях появилась неожиданная новая теория. Некоторые фанаты подозревали, что утечка была не внешней атакой, а результатом внутренней войны между двумя основными подразделениями HYBE – отделом по работе с артистами и отделом глобального менеджмента. Слухи о напряженных отношениях между ними ходили давно, особенно после стратегических решений, касающихся сольных проектов участников BTS. Некоторые бывшие сотрудники заявили, что решение HYBE расширить свое портфолио за счет новых артистов спровоцировало внутренние конфликты. Возможно, некоторые стороны почувствовали себя обделенными и выбрали этот опасный путь в качестве мести. С другой стороны, существовала и более мрачная теория. Утечка была намеренно опубликована, чтобы отвлечь внимание общественности от чего-то более важного. Пока все заняты обсуждением фотоскандала, возможно, есть и другие вопросы, которые они не хотят нам показывать, сказал один из ведущих журналистов в сфере развлечений. Но что может быть масштабнее скандала с участием двух самых популярных персон азиатской музыки? И почему HYBE предпочли молчание, когда весь мир вынуждал их говорить? Пока вопросы оставались без ответа, давление на Чунгука и Тэхьона становилось все сильнее. Репортеры начали рыскать по окрестностям их личных квартир в надежде увидеть реакцию, но ни один из них так и не появился. От соседей поступали лишь смутные сообщения о том, что свет в квартирах горел всю ночь, словно они вообще не спали. В их молчании было что-то болезненное. Не просто страх, а, возможно, глубокое разочарование в окружающих. Несколько дней спустя общественность снова была потрясена появлением еще одной фотографии. На этот раз она была более четкой и казалась сделанной не издалека. На снимке две фигуры, очень похожие на Чунгука и Тэхьона, казалось, серьезно разговаривали в комнате, известной как репетиционная HYBE. Внутренние детали были точно такими же, как и в их официальном видеоблоге несколько месяцев назад. Если это фото настоящее, то утечка произошла от человека, имеющего прямой доступ к личному пространству артистов, и это все меняет. HYBE опубликовали еще одно короткое официальное заявление. Мы проводим тщательное исследование источника утечки. Мы примем самые строгие правовые меры против любой стороны, которая будет установлена. Но на этот раз публике было не так легко поверить. Слова звучали холодно, тщательно подготовленно и безэмоционально, как будто компания говорила как машина, а не как человек, пытающийся защитить своих артистов. И как же, когда атмосфера накалялась, последовал совершенно неожиданный шаг. HYBE временно деактивировали все аккаунты Тэхьона и Чунгука в социальных сетях. Никаких объяснений, никаких предупреждений, лишь короткое сообщение на обслуживание. Мир снова был в смятении. Почему двум самым влиятельным артистам пришлось исчезнуть посреди шквала проблем? Была ли это формой защиты или попыткой заставить их замолчать? На международных фан-форумах появились сообщения о том, что сам Тэхьон попросил временно закрыть свой аккаунт. Ходили слухи, что Чунгук выразил протест против решения руководства в личном сообщении на Weverse, которое было удалено через несколько минут после публикации. Никто не знает полного текста сообщения, но на скриншотах видно одно короткое предложение: «Мы ничего плохого не сделали». Это предложение стало предметом международных дискуссий. Было ли это защитным посланием или проявлением отчаяния? Тем временем корейские СМИ начали сообщать о внутренних беспорядках в HYBE. Сообщалось, что часть сотрудников были вынуждены уйти в отпуск.
Отдел дезинформации и безопасности, ранее хвалившийся своими безупречными системами, теперь обвинялся в неспособности защитить своих артистов. Но самое шокирующее, что бывший сотрудник, известный своей яростью против политики компании, дал анонимное интервью и заявил: «Вы не знаете, что происходит на самом деле. Дело не только в фотографиях, дело в чем-то большем. Они пытаются это скрыть, но постепенно все всплывет наружу». Цитата распространилась как лесной пожар в сухом длишнике. Что-то большее, чем фотография? Что это значит? СМУ начали копать, но каждый раз, когда они обращались к внутренним источникам, те отказывались комментировать ситуацию.